Всем привет! С вами Эндрю Креймер, и я представляю вам урок по 3D-проектированию. Я обещал, что мы этим займемся, и теперь я выполняю обещанное. Фактически, мы возьмем одно единственное обычное изображение, и, спроецировав его на геометрию 3D, мы достигнем эффекта движения камеры в 3D-пространстве. Вот что я имею в виду. Alright, well that's the tutorial for today. I hope you guys... No, I'm just kidding. Как вы видите, я могу поворачивать изображение в любую сторону, хотя очевидно, что у нас есть некоторые ограничения. Такие как, к примеру, с этого ракурса никто снимать не будет. Поэтому нас не должно смущать эти белые границы за пределами изображения. Однажды определившись с доступными границами изображения, впоследствии можно создать очень динамичное движение камеры. Отвлекусь ненадолго. Я хотел сказать спасибо за то, что посещаете мой блог. Я ценю каждый комментарий к нему. Единственное, что мне хотелось бы уточнить, мы хотим создавать позитивно настроенное общество. Некоторые из вас выразили свое сочувствие Сэму Лоя по поводу того, как с ним обращаются в течение некоторых уроков на видеокопайлот. Но в этом ничего плохого нет. Мы разговаривали с ним на днях, и он сказал: «Однажды мы поменяемся местами, и я буду издеваться над тобой». Мы посмеялись и разошлись. Сэм отличный парень и принимает все разумно. He takes everything head on, you know. Head on into the wall, head on into my fist. Yes. You like that? I'll play on words there. All right, so back to it. 3D projection. Но вернемся к нашему 3D-проектированию. Возьмем изображение стены. Можно применить это к любому другому изображению, но на этом примере проще показать технику действия. Поместим изображение стены в новую композицию. И создадим новую камеру. Для этого изображения мы, как обычно, также выставляем пресет на 35 мм. Затем создаем новый слой. Назовем его Walls. Сделаем ее полностью белой. Далее дублируем слой Walls и продублируем его столько раз, сколько понадобится, чтобы завершить форму изображения. В нашем случае достаточно 2 раз. В меню Effect and Presets выбираем Grid, сетка, и применяем эту функцию к нашему слою. Нам нужно видеть эту сетку, поэтому если мы выставим Border на 3 и поменяем Size Throw на White Slider, то сможем прекрасно видеть сетку. Затем копируем Grid во второй слой, Wall, и переключаем оба эти слоя в 3D режим. Потом берем один из слоев и поворачиваем его по оси X с помощью Rotation Tool. Нужно заметить, что на самом деле мы повернули слой. Теперь берем верхний слой Wall и поднимаем ее кверху таким образом, чтобы оба слоя пересекались, примерно вот так. После этого мы опускаем оба слоя вниз. Теперь у нас получился своего рода пол. Выбранный нами угол обозрения не является правильным. Правильный угол выглядел бы примерно так. Но нас не должно это беспокоить, так как мы стремимся к тому, чтобы установить изображение таким образом, чтобы оно выглядело корректно в таком виде. Двигаясь по оси Y или по зеленой оси, двигаем нижний слой немного вперед. Вы можете видеть, что границы сеток при этом совпадают. Пока все идет как надо. Надеюсь, вы за мной успеваете. Теперь создаем освещение. В меню Light выбираем Point Light. Переключаем эффект Cast Shadow и выставляем Shadow Darkness на 100%.
Кстати, прошу прощения, если мой голос сегодня несколько охрипший. Я ходил на футбол и ел снежный конус. И пока я ел этот маленький конус, мне в рот залетела пчела и ужалила меня прямо в гортань. При этом наплодило там много маленьких пчел, и они тоже начали жалить меня в гортань. Я чудом уцелел после этого. Has little baby bees, and then the baby bees also begin to sting my throat. So they're stinging me up good. Luckily I was all right. Okay, Но мы отвлеклись. Как видите, мы создали освещение, но оно влияет на слой grid. Но в данный момент это нормально. Теперь нам надо взять изображение стены и спроецировать его на геометрическое пространство. Под геометрическим пространством я имею в виду эти 3D-стены. Для этого берем слой Wall и удваиваем его. Назовем получившиеся слои Projected и Reference, соответственно. Otherwise known as the image that we're going to project onto the geometry. So what we'll do is затем переключаем слой Projected в 3D режим и немного уменьшаем его масштаб. Затем выбираем функцию Position для камеры и ту же функцию для Projected и для освещения. После чего копируем Position камеры и вставляем ее в слой освещения и в слой Projected. Теперь с помощью функции Top View у камеры посмотрим, что получилось. Мы видим, что все 3 слоя находятся вот тут, друг над другом. Вернемся в режим Active Camera и перейдем к следующему шагу. Слой Projected сейчас находится под камерой, поэтому мы вновь возвращаемся к функции Top View и продвигаем его вперед так, чтобы нам было его видно, так как пока он находится под камерой, и мы не можем его видеть. Опять возвращаемся в режим Active Camera. И видим, что теперь этот слой находится прямо перед объективом камеры. Немного уменьшим его масштаб. Удерживая Shift, мы можем взять все слои и подогнать их по размеру в композиционной основе. Нам нужно, чтобы все слои совпадали с оригиналом изображения, то есть со слоем Reference. Заблокируем его. Выглядит неплохо. Теперь нас ждет запутанная часть. Нужно сделать так, чтобы слой Projected сам спроецировался на изображение. Проецируемое изображение в After Effects называется Light Transmission, пропускание света. То есть количество проецируемого пропускаемого света основывается на этом процентном показателе. Поднимаем уровень Light Transmission до 100%. И эта функция позволяет спроецировать стопроцентный свет на изображение. В свою очередь, функция Light Transmission основывается на функции теней, Shadow Function. Поэтому в слое Light мы открываем подпункт Light Option двойным нажатием клавиши A, в котором видим все функции, применяемые для 3D пространства. Включаем функцию Cast Shadow. И в графе «Цвет» выбираем белый. В слое Projected также установим Light Transmission на 100%, но в меню Cast Shadow оставляем не просто On, как в случае с предыдущим слоем, а Only. Другими словами, нам нужно, чтобы была видна только тень, а не тень, совмещенная со слоем. Надеюсь, это более-менее понятно. Не стоит забывать, что это освещение влияет на слои Walls. The lights. So we need to make sure that that doesn't happen. So let's bring these layers. Двойным нажатием клавиши A открываем подпункт Light Option для этих слоев и открываем функцию Accept Light. При этом функцию Accept Shadow мы оставляем включенной. Just the shadow or the light transmission. So with that on or with that off, we can then turn the grid. Теперь отключаем опцию Grid, слой Reference. Как мы помним, мы свели слои Light
камера и слой projected к одному и тому же расположению, camera position. Это важно, поскольку нам надо, чтобы освещение проецировало изображение таким образом, как если бы мы смотрели на него через камеру, в том временном отрезке, в котором находится изображение. С помощью меню Parent мы объединяем спроецированные изображения с камерой. С помощью той же функции объединяем слой Light с камерой, и теперь мы будем перемещать камеру. Будет меняться угол обзора. Но спроецированное изображение останется закрепленным перед камерой. То есть то, что было спроецировано, не изменилось. Теперь, если мы подключим опцию Grid и слой Reference, а в слоях Walls на время отключим функцию Accept Shadow, то мы сможем взять Camera Tool и поворачивать камеру до тех пор, пока изображение не совпадет с наложенным слоем Grid. Для удобного движения камеры можно также использовать Move Tool и Rotation Tool. В сущности, нам нужно подвинуть слой Grid как можно ближе к изображению. Поэтому, если у нас есть для этого какие-то инструменты, вы можете ими воспользоваться. Как мы видим, стены не соответствуют ожидаемому изображению, поэтому мы расширяем границы слоя Grid так, чтобы они полностью стыковались с изображением. Теперь все это выглядит более правильно. Мы можем чуть-чуть подкорректировать перспективу, приподнять изображение. Вовсе не обязательно, чтобы изображение выглядело идеально, так как мы всего лишь создаем иллюзию. Эта иллюзия сработает в любом случае, вне зависимости от того, сделана она идеально или нет. Теперь, когда мы геометрически подогнали изображение, возвращаемся к слоям Walls. И двойным нажатием клавиши A подключаем функцию Accept Shadow. Затем отключаем функцию Grid с помощью отключения эффектов и отключаем слой Reference, чтобы он не просвечивал. Теперь мы отсоединим от камеры слой Projected и Light с той целью, чтобы освещение изображения, будучи спроецированным на него, оставалось на месте. То есть, чтобы при движении камеры мы видели как бы трехмерное изображение. В то же время, если мы поместим камеру за изображение, мы увидим, что слой освещения и стены проецируют себя на создание нами 3D-структуры. Таким образом, мы можем приблизить камеру и совершать ею всяческие движения. Но дойдя до этого момента, я осознал, что кое-что было ужасно неправильно. Мы добавили теней. After Effects использует для этого так называемый Shadow Matte, который фактически является внутренним вычислением 3D-проекции. И выяснили, что проблема заключается в файле с изображением, так как у самого изображения значительно больше данных, чем у созданной тени. Тень содержит в себе только серые и черные цвета. Ее нельзя назвать несфокусированной, так как она лишена деталей. И в этом заключается проблема. Эта проблема сохраняется даже в том случае, если мы будем использовать изображение с высоким расширением. Но я нашел выход. В меню Composition Settings выбираем Advanced, Options и выставляем Shadow Map Resolution на 4000. Это заметно улучшит качество, примерно так. Изображение сейчас выглядит практически так же, как оно выглядело до того, как мы начали применять к нему функции камеры. Должен заметить, что выглядит неплохо. Теперь, если мы рассмотрим изображение с разных сторон, мы увидим, что четко видны даже характерные детали. Мы можем пойти еще дальше и создать несколько вариантов, применимых к слою Walls. К примеру, мы можем с помощью Mask Tool выделить определенную часть стены. Mask Subtract.
и как бы удалить ее. Далее мы удваиваем слой Wall и отодвигаем его по оси Z. Затем возвращаемся к Mask Interest. Мы можем создать еще один маленький средний слой и поместить его вот сюда, что сделает эффект 3D еще более зрелищным. Для начала можно пододвинуть этот слой под дверь и сделать еще один небольшой слой, который подошел бы сюда. В общем, вы уловили основную идею. Чем больше слоев, тем лучше. Я мог бы сделать отдельный слой для огнетушителя и еще десятки слоев для прочих вещей. Но в рамках этого урока мы используем только 2 стены, и этого будет вполне достаточно. Давайте теперь оживим камеру. Мы можем опустить ее совсем низко, к самому полу, и с помощью Camera Tool пододвинуть вперед. В меню Camera выбираем ключевой кадр Position и Point of Interest. Продвигаемся вперед на несколько секунд и смотрим, что получилось. Причина того, что все это вместе выглядит больше, чем просто приближение статического кадра. Предметы, которые вы видите с близкого расстояния, неминуемо выглядят больше. Примерно то же самое будет, если вы поднесете ладонь к глазам. Она будет выглядеть гигантской. Если же кто-то на большом расстоянии от вас будет протягивать руку по направлению к вашим глазам, эта рука не покажется пугающе большой. Но если этот же человек подойдет близко к вам и вновь протянет руку по направлению к вашему лицу, вот тогда вы дважды подумаете и о своем лице, и о расстоянии. По крайней мере, я бы задумался. And punches you in the face, you're going to think twice about, distance and your face. I would. Чтобы задать более динамический угол или сделать камеру более подвижной, мы можем пододвинуть камеру вперед. Затем с помощью Camera Option изменить зум примерно до 500 пикселей. Тут нужно быть осторожным, так как в противном случае вы разоблачите те участки изображения, которые вам бы не хотелось разоблачать. Затем, если мы установим ключевые кадры для Position и Point of Interest и передвинем вперед, то при приближении задний фон будет двигаться медленнее, в то время как передний план будет двигаться быстрее. Давайте посмотрим, как это выглядит. Как вы видите, пол действительно движется с большой скоростью, и мы можем изменить его масштаб, даже двигаясь не очень быстро. Другой занятный момент состоит в движении камеры. Тут надо быть осторожным, чтобы не выходить за рамки изображения, так как мы, безусловно, им ограничены. Давайте взглянем, что получилось. Ну вот и все на этот раз. Надеюсь, этот урок вам пригодится, так как есть масса вариантов, как вы сможете его использовать. Добавив свои идеи, подвижные кадры, изображения мест, которые даже не существуют в реальности, и так далее. Уверен, вы придумаете, как все это применить. Не забудьте заглянуть на мой блог и оставить комментарий. Обновление там ожидается каждый день. Также не проходите мимо нашего магазина. Там вы найдете множество отличных DVD-дисков, которые могут быть вам полезны. Если уж эти бесплатные уроки вам нравятся, то можете себе представить, насколько хороши платные. Ну вот и все. Меня зовут Эндрю Кремер, и это сайт videocopilot.net. Всем пока.